Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Сначала ты просишь его показать, на что он способен, а потом стоишь такой весь смущенный и покрасневший. Тэхён, ты сам когда-то раскрепостил Чонгука, пожинай плоды теперь. Девятое место. Когда он твой самый сладкий малыш. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Стаи бабочек в каждом кадре. Почему химию Вигу невозможно повторить? И стоит ли пытаться?» Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Внимание на руку Чонгуку. Он тоже хотел прикосновений. Седьмое место. Самая горячая парочка. Шестое место. Поведение пары. Когда Тэхён — центр вселенной Чонгука. Один поднимает, другой не сопротивляется. Руки, конечно, шикарные. Пятое место. Не знаю, что произошло, но Тэхён очень вовремя ливанул. Могли съесть прямо на сцене.
4 место. То, как Тэхён утащил Чонгука. Третье место. Новости. Бодибилдер Чхвё Ханджин, в чьем выпуске приняли участие Тэйкук в сентябре прошлого года, поделился новыми фото с Тэхёном. Кто бы мог подумать, что моим напарником по тренировке окажется сам Тэхён. Восхищает, что как бы он ни был занят, все равно находит время для себя и занятий спортом. Респект! Всегда поддерживаю вас. Кто-то в Пусане включил микроволновку. Другого объяснения происходящему у меня нет. Сотрудники ресторана, в котором ужинали участники после первого концерта в Пусане, поделились впечатлениями от встречи с ними. 12 июня – первый день концерта. После концерта участники пришли к нам поесть жареного мяса. Мы по секрету предупредили только 3 наших постоянных посетительниц и немного подготовились. Остальным нашим тетушкам-постоянницам сказали, что очень извиняемся. Мы даже собственную дочь, которая учится в университете, не стали звать обратно домой. Все-таки это мировые звезды, артисты, которые постоянно выступают и поют, поэтому мы все думали, чем бы их угостить от души. Сначала хотели открыть для них экстракт зеленой сливы, который мои родители выращивают в Миряне и который очень полезен для горла. Но стояла такая жара, что мы побоялись, как бы им не стало тяжело во время концерта. Поэтому приготовили его заранее и привезли уже в готовом виде. Как только Хасок и Юнги сели за стол, они сразу же открыли его и попробовали. Нам было очень приятно это видеть. В тот день мы также подготовили свежие органические овощи из Миряна, кимчхи и сливовый чай, который одна из наших постоянных посетительниц принесла из дома. Все было приготовлено с большой заботой. Даже украсили стол гортензиями из нашего двора. От фаната я слышала, что ребята обычно не очень любят овощи, но в тот день они ели их с большим удовольствием. Было так радостно видеть, что труд моих родителей, которые с любовью выращивают эти овощи, оценили по достоинству. Кстати, все гости нашего ресторана в Пусане обычно очень хвалят овощи из Миряна. После концерта они наверняка ужасно устали, но чтобы нашим сотрудницам было комфортно их обслуживать, они вели себя невероятно тепло и вежливо, словно родные племянники или сыновья. Это действительно тронуло нас до глубины души. А Ви совершенно очаровал одну из наших постоянных посетительниц. Более того, именно он первым предложил ей сфотографироваться вместе. Мы были ему безмерно благодарны за это. Честно говоря, мы боялись доставить им неудобства, поэтому даже не думали просить совместные фотографии. Нам хотелось только одного – вкусно накормить их мясом и хорошо принять. Но потом Ви рассказал на трансляции, что ел мясо в ресторане Янянг Балгаджи Басан, и после этого фанаты начали приходить к нам каждый день. Более того, мы получили множество подарков от фанатов. Даже сотрудники компании произвели на нас большое впечатление. Сразу видно, что они работают с артистами мирового уровня, очень скромные, воспитанные и уважительные люди. Но больше всего меня тронуло то, с каким уважением участники BTS относились к нашим сотрудницам. Снова и снова я восхищалась их человеческими качествами. И в очередной раз поняла, почему они смогли так долго оставаться на вершине. Если однажды они снова окажутся у нас, то пусть только заранее дадут знать.
домашнюю еду, вкус маминой кухни, по которой скучаешь, когда живешь вдали от дома. Все это мы обязательно приготовим для них с огромной любовью. Ах, и если о чем-то жалею, так это о том, что все они, кажется, очень любят собак, а мы так и не показали им нашего Симбу, красавца, похожего на маленького льва. Когда они уже собирались уходить, мы хотели попросить хозяина вывести Симбу познакомиться с ними, но в этой суматохе совсем про это забыли. Похоже, наш тигренок теперь тоже станет знаменитостью, ха-ха. Это ваш личный Инстаграм? Вижу, вы выложили туда фото. Только жаль, что мы так и не смогли показать вам нашего Симбу. Мне кажется, он бы вам очень понравился. С такого ракурса это вообще улет. Премия Грэмми объявила 5 новых категорий для церемонии следующего года, в том числе «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». В этой категории отмечается художественное мастерство в исполнении азиатской поп-музыки, созданной в азиатских странах или получившей там широкое признание, включая, помимо прочего, кей-поп, джей-поп и си-поп со значительным использованием одного или нескольких азиатских языков. Награды вручаются исполнителям. Невероятно горячего Чонгука вам! Dreamers Чонгука попала в список выдающихся песен чемпионатов мира по футболу по версии индийской газеты. Индийская газета составила список выдающихся песен чемпионатов мира по футболу разных эпох, выделив песню «Чонгука Dreamers», официальную тему чемпионата мира по футболу FIFA 2022, как одну из самых феноменальных в мире. В статье отмечается, что именно ее успех закрепил восхождение кей-поп на мировую мейнстримовую сцену. Песни Чонгука Dreamers знаменуют собой важную веху для кей-поп на мировой арене. Хотя корейская поп-музыка неизменно добивается замечательных международных успехов, выступление Чонгука на чемпионате мира по футболу укрепило статус кей-поп как части глобальной мейнстримной культуры. Более того, Dreamers отражает общий рост корейской индустрии развлечений, музыки, телевидения и кино, которая стала одной из важнейших культурных сил 2020-х годов. Боже, ну что за милота! На обложке специального выпуска журнала «Анан» номер 2500, который выходит сегодня, изображены участники группы BTS. Мы представляем документальную фотосессию, в которой запечатлены их образы в полном составе спустя примерно 3 года и 9 месяцев, а также живые фотографии с их концерта после возвращения и выступления в Японии в рамках текущего мирового турне. Фанаты, которые получили уже свои выпуски журнала, делятся кадрами в сети. На оборотной стороне выпуска размещена реклама Тэхёна для Юнт. По информации от фанатов,
Внутри спецвыпуска «Гордость королевских развлечений» их ждет порядка 12 высококачественных фотографий участников. Хочется запомнить такого разного Тэхёна. Неповторимый. Корейский инфлюенсер, ведущий популярный гид по ресторанам и трендовым локациям Пусана. Будучи обычным местным жителем и не являясь фанатом кей-поп, он попал на концерт и был настолько поражен внешностью Тэхёна на больших экранах стадиона, что посвятил этому отдельный эмоциональный пост в Instagram, который мгновенно стал вирусным среди фанатов. Это был мой самый первый концерт BTS, и я думал про себя, ну насколько же он должен быть красив, чтобы все поднимали такой шум. Пока я ждал их появления на экране, Ви наконец-то появился на экране. И он был настолько красив, что я даже не смог среагировать. Как человек может так выглядеть? Дело было даже не в обычной красоте, он был просто загадочным и завораживающим. То, как он улыбался, это просто безумие. Вау, теперь я понимаю, почему люди в итоге становятся фанатами. Они так подхватывают действия друг друга. Пол Паниц прокомментировал ошеломляющий успех коллекции CKGK в Европе, которая была распродана за один день. Дождливым вторничным утром мы представили новую лимитированную капсульную коллекцию Чонгука для Calvin Klein, и ажиотаж начался задолго до открытия дверей. Уже за час до открытия перед магазином выстроилась длинная очередь из поклонников, с нетерпением ожидающих момента запуска. Всего за несколько часов мы добились рекордного результата. Коллекция, в которой культовые силуэты Calvin Klein переосмыслены в неповторимом стиле Чонгука, вызвала невероятный ажиотаж с самого первого момента, независимо от погоды, плохой и времени, вторник утром. К концу дня вся капсульная коллекция была распродана в ключевых международных городах, включая Париж, Лондон и Дюссельдорф. Это убедительное напоминание о том, что происходит, когда сильный бренд, культурная значимость, отличный продукт и преданные своему делу сотрудники магазинов объединяются. Горжусь всеми, кто принимал участие в воплощении этого момента в жизнь, от команд, работающих за кулисами, до тех, кто создавал атмосферу в цеху. Calvin Klein продолжает доказывать силу культового продукта, его глобальную значимость и подлинную связь с потребителем. Всегда становится милым и домашним для своего Тэхёна. Чонгук был включен в гид по стилю интернет-бойфренда, выпуск о трендах в прическах от журнала No Manners Magazine. Его описали как классического сердцееда, особо выделив его образы в кампаниях и на мероприятиях бренда Calvin Klein. На всякий случай BTS, культовая мужская группа K-pop, вернулась. Помимо невероятного ажиотажа, который вызвал их альбом и сопутствующий тур,
Группа также подарила множество поводов для создания стильных образов. Чонгук, в частности, продемонстрировал яркую альтернативу ретро-эстетике в своих последних рекламных кампаниях и коллаборациях с Calvin Klein. В рекламных материалах и на мероприятиях Чонгук остался верен корням бренда, демонстрируя джинсы в стиле ретро и повседневные футболки. Но помимо одежды, Чонгук действительно перенес зрителей на красные дорожки 90-х своей прической. Вдохновляясь кумирами 90-х, Чонгук нашел идеальную длину для своей челки, достаточно короткую, чтобы выглядеть современно, но достаточно длинную, чтобы красиво обрамлять надбровную дугу. Иногда он выбирает классический прямой пробор, но также с легкостью освоил и боковой пробор. С прической, которая позволяет свободно двигаться и адаптироваться к разным стилям, Чонгук показывает, как стильно носить челку-шторку в 2026 году. Чонгук так искренне счастлив видеть, как дурачится Тэхён. А кто-то еще смеет говорить, что ему некомфортно. Песня собственного сочинения «We Into the Sun» неожиданно появилась в социальных сетях президента Макрона. Ведущая сказала: «Песня, написанная самим Ви, неожиданно появилась в социальных сетях президента Макрона». Песня, в создании музыки и текста, который принимал участие Тэхён, была использована в качестве фоновой музыки в официальном аккаунте президента Франции Эммануэля Макрона. 16 числа по местному времени президент Макрон опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором приветствовал лидеров перед саммитом G7 в Эвиане, Франция. В видео, запечатлевшем прибытие президента Ли Чжэ Мёна, в качестве фонового трека звучала песня BTS «Into the Sun». «Into the Sun» — это композиция, в написании музыки и текста которой Ви принимал ключевое участие. То, как мило зевает Тэхён. Все сделаны в Корее. Фанаты группы разразились смехом во время концерта мирового турне «Арирэнг», состоявшегося на прошлой неделе на стадионе Азиатских игр в Пусане. Во время исполнения хита Мяйк Дроп, лидер группы, импровизировал и произнес рэп-фразу «Все сделаны в Корее». Зрители отреагировали с юмором, задав вопрос: зачем вдруг сертификат происхождения? Это подчеркивало, что все 7 участников группы – корейцы. В отличие от тенденции в кей-поп, которая заключается в формировании команд с участием участников из других стран для выхода на международные рынки, данное заявление можно рассматривать как выражение уверенности в том, что они пробили себе путь на мировую сцену благодаря корейскому таланту. BTS пошли еще дальше, предоставив подробный сертификат происхождения. Участники исполнили песню «Масити», в тексте которой выражается гордость за свои родные города, включая Пусан, Кванджу, Тэгу и Ильсан в провинции Кёнги. Когда прозвучали слова песни «Вперед», море Пусана. Мужчины среднего возраста, поднимите руки. Женщины среднего возраста, тоже помашите руками. Приезжайте в мой город. Город, который меня вырастил, аплодисменты стали громче, возможно, потому что сцена находилась в Пусане. BTS
Мощный символ, доказывающий, что Корея, как местная организация, может стать частью глобального мейнстрима, и что локальный подход может быть успешным. Мощь BTS, которая мгновенно привлекла сотни тысяч отечественных и зарубежных поклонников в Пусан, была ощутима по всему городу в минувшие выходные. «Сделано в Корее», возглавляемая BTS, объединяет мир, порождает собственное «я» и расширяет свое влияние день за днем. 11 числа, по местному времени, корейские слова звучали на сцене церемонии открытия чемпионата мира по футболу CONCACAF 2026, проходившей в Мехико. Ли Дже, певица из K-pop Demon Hunters, исполнила заглавную песню турнира DNA вместе с всемирно известным оперным певцом Андреа Бочелли, привлекая внимание корейскими словами «Даже если я снова упаду, я снова поднимусь во время выступления». После того, как Чангук стал первым корейским певцом, исполнившим официальную заглавную песню чемпионата мира по футболу Dreamers на предыдущем турнире 2022 года в Катаре, на этом турнире также появилась звезда K-pop. 19 числа следующего месяца BTS выступит в качестве главного артиста на финальном шоу в перерыве матча, которое впервые в истории чемпионатов мира проводится именно в этот день. Эта сила корейской культуры плавно переходит в индустрию. Сеть магазинов Сиот Олив Янг, открывшая свой первый магазин в Пасадене на западе США в прошлом месяце, в этом месяце открыла свой второй магазин в Лос-Анджелесе на фоне взрывного интереса, вызванного повальным увлечением корейской косметикой. В прошлом году экспорт корейских продуктов питания также впервые в истории превысил $10 миллиардов. В эти дни мы действительно чувствуем, что эра корейской мягкой силы полностью открылась. Этот вайб семейной парочки, когда достаточно просто сесть рядом, положить голову на плечо и осознать, что счастливее тебя нет никого на всем свете. И представить, сколько еще таких мгновений ждет нас впереди, долгих, теплых, наших. Одна из Тэйкукс, сидевшая в VIP-зоне во втором ряду и принесшая баннер Тэйкук, написала, что Тэхён и Чангук периодически пристально смотрели в ее направлении, настолько пристально, что в какой-то момент ей даже стало неловко, и она занервничала из-за этого баннера. На видео, снятым ею же, заметно, как они действительно смотрят в ее сторону. Второе место. Это так интимно. Чангук его всего облапал. Эх, понимаем тебя. То, как Чангук закрывал глаза, совершенно расслабленно и комфортно рядом с Тэхёном. Не понимая, что Тэхён поднес микрофон к губам. И эта улыбка на лице Чангука. Есть что-то такое тихое, такое нежное и такое уверенное в том, как он выглядит, когда находится рядом с Тэхёном. Затем Чангук посмотрел на Тэхёна сразу после того, как спел «Я потерялся, можно к тебе приехать». И Тэхён тут же притянул его ближе. Как будто Чангук уже знал, где дом. Комфорт. Уверенность. Инстинктивно подходят друг к другу, даже не задумываясь. Мое сердце от Тэкука пережило многое, но этот момент точно нет. Первое место.
Что это такое, Ким Тэхён? Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.